Всем привет! Давно хотел себе сделать какой-нибудь винтажный светильник. И вот недавно мне подвернулось два убитых зенита, восстановлением которых не особо хотелось заниматься, учитывая, что в комиссионках рабочие отдают за копейки, а подобные этим просто безжалостно выбрасывают. Поэтому я предлагаю дать одному из этих фотоаппаратов вторую жизнь, правда немного в другой роли. Самым простым решением в данном случае будет банальная установка патрона в имеющуюся тушку, но мы поступим немного по-другому. Так как у выбранного мною фотоаппарата Zenit E крутилка для перемотки отснятой пленки весьма эффектно скрывается в корпусе, было решено использовать ее для включения и регулировки света. Чтобы не заморачиваться со сборкой собственного драйвера для регулирования яркости, была взята готовая плата шим-контроллера для двигателей постоянного тока. В качестве источника света будут выступать светодиоды, а недорогая светодиодная лампа – отличный донор для этого. Лампу разбираем и достаем светодиодный модуль. Он представляет собой алюминиевый диск с нанесенным на него изолятором и медными полигонами, на которые напаяны светодиоды. Для защиты от чрезмерного окисления открытые участки меди покрыты белой маской. Скальпелем либо заточенным полотном разрезаем каждый полигон пополам, чтобы впоследствии соединить светодиоды параллельно, после чего зачищаем места пайки. Важный момент. Необходимо тщательно проверить отсутствие замыкания полигонов между собой и алюминием. Это поможет избежать проблем в будущем. После чего припаиваем катоды светодиодов к отрицательной шине и каждый анод через токоограничивающий резистор к положительной шине. Также аккуратно сверлим отверстие по центру, не забывая проверить полигоны на замыкание. Подключаем получившийся модуль и проверяем. Теперь переходим непосредственно к фотоаппарату. Снимаем резьбовое кольцо и нижнюю крышку. Постараемся обойтись малой кровью, сохранив как можно больше оригинальных деталей. Единственное, что при таком подходе компоновка получается крайне тесной. Как ни крути, но все же необходимо сделать несколько отверстий под разъем питания и для скрытной укладки проводов. Механизм работы с зеркалом в моем фотоаппарате был уже изначально удален. Вам же для его извлечения потребуется лишь открутить пару винтиков. Из-за того, что полезное пространство внутри у нас ограничено, отпаиваем фильтрующие конденсаторы на выходе, а также не забываем запаять перемычку на включение, если используется модуль, в котором реостат со встроенным выключателем. Из фотоаппарата вытаскиваем ось перемотки отснятой пленки и сверлим в ней отверстие, после чего аккуратно собираем приблизительно такую конструкцию. Для большей надежности этому весьма хрупкому узлу было сделано скользящее крепление из куска П-образного профиля. Из-за того, что напряжение питания моих светодиодов в районе 18 вольт, а питать все это предполагается от 12, в нашу простейшую конструкцию добавляется еще и повышающий преобразователь. Благо токи небольшие и он особо не греется, а место занимает вообще минимум. Закрываем крышку и проверяем работу преобразователя. Позже настроим напряжение точнее. Вот, кстати, схема всего этого безобразия. Как вы видите, все предельно просто. Несомненно, имея на руках какой-нибудь разбитый объектив, можно было бы сделать вообще шикарный светильник. Но за неимением такового будем использовать рассеиватель от разобранной лампы. В отличие от любых простых самодельных вариантов, он миниатюрный и не сильно портит внешний вид готового светильника. К тому же я нашел отличный способ крепления, который и вам советую. Рассеиватель никуда не выпадает и идеально отцентрован относительно кольца. Перед установкой контроллера в корпус я решил припаять провода и проверить работу устройства в целом. Раз все включается и даже светится, значит все припаяно правильно, и можно приступать к окончательной сборке. Аккуратно подпаиваем все необходимые провода и засовываем плату в корпус. И еще один контрольный пуск. Не забываем, кстати, при установке платы обязательно заизолировать места соприкосновения платы и корпуса. Для фиксации светодиодного модуля была сделана вот такая пластинка из полоски алюминия, которая будет также отводить тепло от светодиодов на корпус. На удивление, даже при столь малом контакте модуля и пластинки, при работе на полной мощности в течение длительного времени модуль был еле теплый, а значит светодиоды прослужат дольше. После установки светодиодного модуля в корпус была проведена проверка работоспособности и на нагрев. Светит, конечно, шикарно, хоть так и оставляй. И перед окончательной сборкой небольшое отступление, связанное с тем, что почта неожиданно нашла потерявшийся пару месяцев назад заказанный в Китае светодиодный модуль. Рассчитан он на напряжение 12 вольт любой полярности, так как на входе имеется диодный мост. По размеру он идеально подходит для размещения в корпусе фотоаппарата, а светит по ощущениям немного ярче, чем взятая мною дешевая лампочка. В
принципе, на данном этапе можно и его поставить внутрь фотоаппарата, но китайский теплый свет оказался сильно теплым и немного отдает розоватым, хоть камера этого и не передает. Для тех, кто, как и я, любит более холодные оттенки, существуют версии и с холодным свечением. Так как модуль более мощный, то и о его охлаждении надо будет дополнительно подумать, если решите использовать подобный модуль. Фух, вроде все. Приступаем к окончательной сборке, а это до банального просто и заключается в установке на свои места рассеивателя и нижней крышки, в которой, кстати, нужно тоже аккуратно просверлить отверстие под питание. В итоге мы получаем вот такую замечательную штуку, которая прекрасно впишется в мой интерьер. Регулировка очень плавная и приятная, да и к тому же не вполне очевидная для непосвященных, чего, собственно, изначально и хотелось добиться. А самое главное, внешний вид фотоаппарата не сильно пострадал, а лишь слегка преобразился. Вот так. Путем нехитрых манипуляций удалось старому, побитому жизнью фотоаппарату вернуть шанс побыть с нами еще не один год. И это здорово. Спасибо, что смотрели, и до встречи в следующих роликах. Всем творческих успехов. Пока.